Когда добрый человек спас 4 птиц, он думал, что сделал доброе и доброе дело. Но вскоре его отблагодарили за его доброту самым красивым и удивительным образом, какой только можно вообразить. Это было зрелище, которое нужно было увидеть, чтобы поверить. Омар обычный человек, живущий на тихой улице в Трипликане, одном из старейших районов Ченнаи, прибрежного города в Индии. В нем нет ничего особенного. Он обычный человек, живущий обычной жизнью. Но однажды случилось нечто совершенно неожиданное. Однажды утром, когда Омар открыл дверь своего внутреннего дворика, чтобы впустить прохладный утренний воздух, он заметил что-то странное краем глаза. Что? То маленькое зеленое стояло в углу террасы. Омар не держал там ничего, только стул и небольшой стол. Увидев что-то настолько яркое и красочное, он был немного шокирован. Этот шок еще больше усилился, когда он повернул голову, чтобы посмотреть на предмет, спрятанный в углу террасы. Глаза Омара расширились, когда он понял, что там было. Это был не один маленький зеленый объект, а целых 4. 4 великолепных, изумрудно-зеленых попугая. Эти относительно небольшие птицы были довольно разумным видом. А еще они любят теплый и умеренный климат, поэтому широко распространены в Индии. Омар видел много попугаев, но ни одного так близко. Ситуация показалась мужчине очень странной. Почему ты был здесь? И почему они не улетели, когда к ним подошел Омар? Попугаи не редкость в этой области, но, как и большинство птиц, они были крайне пугливы и никогда добровольно не приближались к другому живому существу. Они в основном держались особняком и обычно не приближались к людям. Объяснение странного события кроется в предшествующих днях. Недавно на регион обрушился тайфун. Он сеял хаос и приносил страдания и без того бедной стране. К счастью, дом Омара уцелел, но многие здания в этом районе были разрушены, а люди даже погибли, даже животные не остались невредимыми. И попугаи, сидевшие на террасе Омара, видимо, были среди этих несчастных жертв. Птицы выглядели избитыми и растерянными, а их крылья были повреждены, из-за чего они не могли летать дальше. Поэтому Омар сделал единственное, что имело для него смысл. Ему стало жаль животных, и он пошел внутрь, чтобы принести им что-нибудь поесть. Поскольку у него никогда не было птиц, он не мог давать им и зерна. Вместо этого он принес им немного вареного риса. Попугаи возбужденно зачирикали Омару, когда он подошел к ним, и с благодарностью принял рис, съев его без дальнейших церемоний. Несколько дней птицы оставались на террасе, ели рис и пили воду, которую приносил им Омар. Казалось, с каждым днем птицы набирали силу и здоровье. В конце концов, попугаи были достаточно здоровы, чтобы снова попытаться летать. После нескольких неудачных попыток казалось, что маленькие зеленые птички снова обретают уверенность и способность летать. Все это время Омар сидел на другом конце террасы и гордился тем, что может помочь птичкам. Попугаи начали доверять человеку и больше не боялись его присутствия. Они поняли, что он здесь, чтобы помочь. Они начали летать по террасе, а иногда и вылетать наружу, чтобы потом вернуться в дом Омара. Со временем попугаи стали привлекать внимание соседей. Они не привыкли к красивым изумрудно-зеленым птицам, живущим так близко к их домам, и наслаждались их присутствием. К сожалению, был и кое-кто, кто был менее чем доволен присутствием птиц. Хозяин Омара пронюхал, что он держит птиц как домашних животных, и призвал Омара либо избавиться от них, либо переехать из съемной квартиры. Конечно, Омар утверждал, что они были на террасе, месте, бессильно подвергаемом воздействию животных. Однако однажды утром Омар проснулся, вышел на террасу и увидел что-то очень грустное. Все 4 попугая сели на край забора и один за другим улетели. На этот раз они полетели к морю и вдаль. Омар грустно улыбнулся. Он сделал свою работу и был хорошим хозяином и помощником. Он спас жизнь 4 маленьким птичкам и спас их от худшего. Он медленно развернулся и вернулся в дом со смешанными чувствами, не зная, что произойдет через несколько дней. Что-то вот-вот должно было случиться, что Омар и остальные жители Ченнаи были бы совершенно ошеломлены. Через 2 недели нормальная жизнь попугаев наконец вернулась, но дело было не только в 4 попугаях. Они привели с собой друзей. Все началось с 1-2 дополнительных птиц, а затем с каждым днем во дворик Омара прилетало все больше и больше птиц. Казалось, 4 попугая каким-то образом сообщили,
что терраса безопасное место и что Омар не причинит им вреда. Как будто они по-своему благодарили Омара и показывали, что доверяют ему. Когда они вернулись со своими друзьями и семьей, Омар был тронут, и его сердце наполнялось гордостью каждый раз, когда появлялось больше птиц. По словам Омара, после того, как первые 4 птицы улетели, сначала прилетело от 5 до 10 попугаев. Он вспомнил, как стала расти стая птиц. Вскоре, в течение года, прибыло более 1000 попугаев, и их число продолжало расти. Сейчас сюда в любое время года прилетают не менее 300 птиц. В сезон дождей их количество даже увеличивается до 6000. Во время ураганов их количество значительно увеличивается. Но домовладелец Омара этому не рад. Но это не интересует любителя птиц. Он не может выгнать меня из квартиры из-за парочки птиц на моей террасе, сказал Омар в интервью. Сегодня, спустя несколько лет после инцидента, у Омара есть большая коллекция птиц, которые регулярно посещают его внутренний дворик, независимо от того, ищут ли они пищу или убежище. Омар счастлив предоставить им все, что им нужно. Пожалуйста, поставьте мне палец вверх и подпишитесь на канал. Не менее трогательная история о голубе, который каждый день стучал в окно реанимации. Причина коснется вас. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.